Вот были правы на тему в отзывах, что собачкам нравится этот осьминожек. Жорка его не выпускает из своих объятий. Давай. Да. Скажи, это мой любимый осьминожек. Я вчера его постирала, так он так расстроился. Что я сделала, девочки? Лови. Любимая игрушка с утра до вечера. С утра до вечера. Куча всяких других игрушек. Но это самое любимое. Девочки, привет, мальчики, салют. Короче говоря, Жорку отвезли на груминг. И мне надо 1,5 часа где-то находиться. И я, в общем-то, думаю, пойду похожу по торговому центру новому. Это у нас торговый центр «Семья». Здесь достаточно все по-современному. Само сельпо стало просторным. Хотя вроде площадь уменьшили, но все равно стало просторно. Много маленьких крамниц и магазинчик. Ну, крамница, магазинчик, это ж одно то самое. Короче говоря, гуляю. Жорка так испугался. Весь затрясся, когда мы его передавали в руки специалиста. Так стало его жалко, прям вообще. Она говорит, идите, идите. Я ухожу, смотрю, поворачиваюсь. Он весь трусится, девочки. Не знаю, как пройдет груминг. Но вроде как решились не на полностью на стрижку, вот не полностью, а только на... Тут магазин «Акварель». Хороший очень. Канцтовары хорошие, вообще замечательные. Я обожаю этот магазин «Акварель». Все, кто рукоделие, там все дела. Короче, девочки, решили тут подстричь немножко лапки, немножко подстричь там вот эти все места, потому что он реально весь как бы уже подзарос, не критично. Еще можно подождать. Думала себе взять что-нибудь типа кофеечки, капучинки. Ну, взяла себе любимый садочек. Виноградно-яблочный я люблю. Вообще мне нравится красное яблоко виноград. По-моему, так. Ну, уже какой есть. Сейчас попью. Гляньте, какая краса, да? Тут очень так атмосферно, мне нравится. Вообще подача такая, дизайн классный. Но это не ля сельпо, это просто. Было очень приятно. Позвонила мне зрительница, которая помогла мне с лекарствами. Отправила посылочку еще с разными подарочками. Лариса, большое вам спасибо. Мне так вообще очень неприятно и очень трогательно. И, ребят, спасибо, что вы не забываете про меня. И за ваши слова, и за вашу поддержку. Всех обнимаю. Ребята, погодка в Одессе, конечно, такая себе. Очень влажно. Слушайте, это не знаю, что за кустики зелененькие. Не знаю, что за кустики. Но с варигатностью прикольные. Короче говоря, сыро, влажно. Я сегодня даже перед грумингом не смогла Жорку выгулять. Он, конечно, просился. Но я его держала на руках, потому что сесть в машину с грязной собакой такое себе удовольствие. И прийти на груминг грязными тоже не хотелось. В общем, вот так, +6 в Одессе. Сегодня отослала девочкам посылочки с хоечками. Кто заказывал, теплое окошко. Сегодня у нас теплое окошко. Как у вас сегодня? Какая у вас погода? Девочки, кстати, вот в этот дом, по-моему, в прошлом году был прилет дрона. Повылетали стекла вот в этом доме. Короче, ужас. Ужас и кошмар. Так, аккуратно перехожу дорогу. Короче говоря, девчонки и мальчишки, вот эти гуси везде. Короче говоря, сегодня вроде как и потеплело,
но теплее не стало. Ой, тюльпаны уже везде. Боже мой, какая красота. Прямо супер. Спрятали товар в решетку. Да. Сейчас буду, девочки, идти в салон. Как раз прогуляюсь. Меня муж отвез подальше, чтобы я погуляла по торговому центру. Но я буквально полчаса там побыла, и объявили воздушную тревогу, и я пошла. Здесь у нас на Заболотного вот такой вот мини-рыночек. Мясо, колбасы, куры. Видите, все, что хочется. И рыба, конечно же. Вижу карась по 90, щука. Ну, тут что-то вообще, какой-то склад, непонятно чего. Летом здесь, конечно, овощи, фрукты. А сейчас какой-то безлад. Такое себе. Я думала, они тут торгуют нормально, но холодно, морозы были. Сейчас повыходят, все разгребут. Так что, ребята, привет вам из Одессы. Большой-большой. О, зелень. Кстати, шпинатик есть. Вот такие какие-то худенькие пучочки. Интересно, почем они. Все, шурую на Сахарова, в салон груминг. Я сегодня где-то было, наверное, час ночи. Я проснулась от того, что сын опять в коридоре. Слышу, вошкается. Говорю, что случилось? Что ты, говорю, вошкаешься? Он говорит мне, тревога. И такой грохот. Смотрю, небо все сверкает. Страшновато. Я говорю, иди вглубь туда, квартиры. И сиди, говорю, там. И главное, я инструкции дала и уснула. Утром проснулась, зашла, посмотрела в телеграм-канале. Ой, черемушки. Черемушки сегодня пострадали. Жилой дом пострадал. Короче, девочки, каждый день. У вас тоже точно так же. Все, кто в Украине живет. Да, было, по-моему, час с чем-то ночи. Налет БПЛА. Как-то так. Как-то так. Ну, много окон повылетало. Я даже не стала дальше читать насчет раненых и убитых. Дай бог, чтобы не было ни раненых, ни убитых. Окна, конечно, вставятся, материальное поправится. Но, конечно, поправить материально сейчас тоже очень тяжело. Вы сами знаете, какая сейчас ситуация. Непросто. Ну, когда было просто? Во все времена было непросто. Наше поколение X прошло столько испытаний, я вам скажу, что мама не горюй. Так, здесь уже, по-моему, нет света, тут уже начали работать генераторы. А там внизу свет еще был. Не знаю, сейчас тревога есть или нету, как бы небо, слава богу, чистое. Здесь папа-сын называется салон папа-сын. Все, девочки, не буду вам мельтешить. Мне еще за поворот вниз, Вилякать далеко по Сахарова. И покажу вам сейчас кусочек Сахарова. Кто не в Одессе, кто давно не был в Одессе, покажу вам кусочек Сахарова. Девочки, я на Сахарова. Короче, позвонила мне только что кума. Говорит, по всей Украине тревога. Орешник не то летит, не то прилетел, не то собирается лететь. Короче, капец. Она говорит, слушай, говорит, кто бы мне сказал, что я буду, говорит, разбираться во всем этом военной терминологии. Я говорю, тоже. Так оно и получается. Слушайте, грязь такая. Сошел снег, сошел гололед, и теперь капец, какая грязюка у нас, да? Ну, идем по тротуарчику. В общем-то, наши новострои.
Я, честно скажу, не считала сегодня новости, но она мне сказала, что в 9-этажке насквозь дыри. Я говорю, офигеть. Это просто ужас, девочки. Фу. Так что вот так. Контактное карате. Дети занимаются. У меня, кстати, в этом доме живет свекровь на Сахарова. Все, ребята. Я уже скоро приду в салончик. Заберу своего Жорку. Я вам его покажу, какой он красавчик. Вот думаю, ребята, купить какую-то вкусненькую булочку к своему купленному соку и перекусить. Грохот генераторов, но зато открыты магазины. Где-то здесь, за углом на Высоцкого, есть вот сельский хлеб называется. Сколько вкусняшек. У меня глаза просто разбежались. Я не знаю, что я хочу. Девочки, сейчас быстренько запеканочку и капучинку и пойду за Жориком. Переживаю, как он там себя ведет. Надеюсь, все нормально. Жалоб не будет. Смачного. Девочки, все, капучинка попила. Иду за Жориком. Слушайте, я когда смотрю на эти наши кадоры, я была на самом верху. Мне там показалось, что есть такое вот ощущение, что они шатаются. И вот прилет недавно здесь был на верхний этаж. Насквозь просто прошила кадор. Слышимость здесь обалдеть, обалденная. Но они же как монолиты и потом вот эти пеноблоки. Да, такой принцип постройки. И сильная такая слышимость, очень сильная. Ну, молодежи нравится подобного рода жилье, не знаю. Такая система, как, знаете, один общий длинный коридор и квартиры, квартиры, квартиры. Ну, удобно, конечно, что генератор есть, лифты работают, если ты скидываешься на генератор. Сегодня, кстати, попалось видео в ТикТоке. Девочка из Кадоров в Аркадии живет, жаловалась на очень большую оплату. Без света, без воды. Хотя там квитанция выставляется сразу и со светом, и с водой. Там счетчики вынесены в коридоры. И ты не бегаешь, показания, ничего там сам не передаешь. Они сразу включены у тебя в твой счет. Но она сказала, что у нее 6 с лишним тысяч. Это без света и без воды. Не знаю. Может быть. Но скорее всего, что в эту оплату входит стоимость топлива на заправку генератора. И они, в принципе, с насосами, с отоплением, ну, с подкачкой, соответственно, с водой. У них своя там, свое отопление, своя горячая вода. Но там, конечно, она не дешевая. Прилично стоит куб горячей воды в Кадоре. Но когда совсем безвыходная ситуация и нету света, ты можешь принять ванну. Но ванна будет как у Клеопатры. Стоит очень дорого. Ой, девочки, мне осталось немножко, уже сейчас дойду. Муж сюда привез и поехал на работу. А нам с Жориком придется топать ножками. А вот и салон. Короче говоря, девочки, надеюсь, что Жорику сегодня понравилось. Я очень надеюсь. Жорочка, ты красивый. Красивый, Жора? Да. Ай, Жора, Ой, какой красавчик, да? Ну ты прям не похож на себя. хорошенький. Хорошенький такой. Классный. Все, сейчас поедем домой, да. Главное, не забывайте под мышками колтунчики вычесывать. Ага. чтобы были. Понял, колтунчики надо вычесывать под мышками. Соскучился за 1,5 часа. Соскучился. Такой молодец. Девочки приехали с Жоркой домой. Подошли к лифту. 13:59. Я говорю, как-то стрёмно садиться в лифт. И мы с Жоркой идем пешком. Ну что делать? Ну 13:59.
Не, ну может не выключат? Ну, блин. Ой, капец. Да, ребята, ночь в Одессе была, конечно, ужасная. Ужасная. Столько повреждений инфраструктуры, жилых домов, рынок разнесли, торговый центр пострадал. Блин, там называть и называть. У людей окна повылетали, сейчас холодно, хоть сегодня и +6, но все равно зябко. Люди остались без отопления, без света, без воды. Жах, просто жах. Просто жах. Я не знаю. Я уже не знаю. Все ждут весны, все ждут потепления. Ну да, будет легче, потому что не будем как бы мерзнуть. Но свет, вода все равно нужны, как ни говори. Ой, тяжело, тяжело всем. И всем, кто остался, и всем, кто уехал, всем тяжело. Всем тяжело. Короче, вот так. Вы знаете, я вчера, мой муж, он бы сейчас сказал, ты накаркала. Я вчера за ужином говорю, ой, слава тебе, Господи, спокойненько последние дни. Ну, я не то, что прям спокойненько, ну как-то спали. Может, это мы так, может, это я так спала. Магния напьюсь и сплю, и не слышу. Окна позакрываю, потому что прохладно. И я только сказала, и тут же ночью просыпаюсь в начале 2 от звуков взрывов. Ну, понимаю, что это где-то далеко, но мы слышали в своем районе. Да. Вы знаете, наверное, это самое тяжелое время, которое переживает наше поколение. Даже не перестройка, не смена там какая-то власти, а именно война. Правда, говорят, что хуже войны ничего не бывает. Так что вот так, друзья мои. А тем более с современными технологиями и с такой жестокостью. Это ужасно. И страдают простые люди. Простые люди. Фух, хочу всех поддержать. Выживем. Все будет хорошо. Но трудно. Трудно, но все будет хорошо, ребят. Всем крепкого здоровья, всего самого-самого наилучшего. Обнимаю.